Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 августа. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты, к чему все идет или как разовьются события в последнюю декаду месяца августа. И у нас первая колода – это 78 дверей, метафорические карты. Принципиальное значение – открытые двери, закрытые. И каковы ключи? Как открыть эту дверь? Может, мы и сами туда не пойдем, в эту дверь? Или все-таки нам нужно решить какой-то вопрос? Итак, что же произойдет? 3 карты мы достанем, и пусть это будет своеобразный символ, как знаки судьбы, подсказки Вселенной. Может, или как решить какой-то вопрос, или как совет, да, такой вот альтернативный вариант продумать. Может быть, это будет связано с какой-то новостью, в этом будет подсказка. А может быть, это и как новое направление. Давайте. Ключевое какое-то событие. Может быть, и персона. Вот с чем это все связано? События, ну, уже ближайшего времени. И на колоде Таро, которую прорисовал Чаромаркетин. Ваше настроение, общий фон, давайте узнаем. Вот с этими событиями в связи. Следующая карта – неожиданные события или просто неожиданности. Может, и новость. И посмотрим по основным сферам жизни. Первое – это ваши достижения, учеба, работа, бизнес, планы ваши, финансы, любовь, личная жизнь или вообще взаимообмен, взаимоотношения. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Что ж нам тут расскажут для вас, мои дорогие козероги? Ух ты, старший аркан. Здесь на вас действительно будут оказывать влияние то, что вы услышите, то, что вы увидите – то, что происходит в целом вокруг вас, может быть, это в средствах массовой информации, какая-то новость. Вот ничто не происходит случайно. Тут Вселенная вам будет давать подсказки. Колесо фортуны. Эта подсказка может прийти, вот как нам здесь показаны четверо. И каждый пришел почему? Не потому, что он хочет тут за этим спиритическим столом узнать будущее. Нет, каждый пришел, по крайней мере, так предполагается по этой колоде, каждый пришел со своим вопросом. И этот вопрос каждый обдумывал уже по-своему. Он приходит на этот сеанс для того, чтобы люди ведь говорят. И он в надежде, что кто-то обронит ключевую фразу, ключевое слово. А для него это будет чем-то очень весомым, знаковым, ну или то, что ему поможет решить какой-то его личный вопрос. Поэтому информация для вас важна. И иногда, это у нас такое тоже бывает, мы слышим случайно фразу, чужой даже посторонний человек, нам незнакомый, где угодно может ее обронить. Но каким-то образом это оседает именно в нашем сознании, и вдруг пазл складывается. Никто не знает, каким образом вам будет дана эта подсказка, но то, что колесо фортуны у вас сейчас как идет на подъем, или события, которые во внешнем мире происходят, к ним тоже нужно быть внимательным. И поэтому, с одной стороны, слушать интуицию, безусловно, подсказки шестого чувства. И не отрицать, что это что-то нематериальное, необъяснимое, я никогда так не поступал или я никогда к этому не прислушивалась. В чем ведь подвох, понимаете? Мы с вами живем в такое время, когда не во всех ситуациях, согласитесь, можно просчитать что-то логически. Или логикой понять что-то. Ну, согласитесь, правда, ведь так тоже в нашей жизни есть. А вот интуиция, а интуиция – это не что иное, это не совсем абстрактно, это интеллект, тандем интеллекта и прежнего нашего опыта. Вот тут как раз и могут быть ценные подсказки. То есть интуиция порой, и именно у вас такой период окончания августа, когда больше через интуицию, чем через логику вы понимаете, что делать дальше. Вообще, где-то карта подсказывает, убыстряться могут события. Куда-то нужно будет быстро собраться, отправиться. И, возможно, для кого-то вот то, что вы себе распланировали, или то, что вы себе, пусть даже на день наметили, но какой-то пункт дня срабатывает невидимый, вот запускаемый кем-то или чем-то механизмы, когда вы понимаете, нет, или я сейчас еду и решаю этот вопрос, или завтра уже поздно. Вот тут надо не опоздать. Держи руку на пульсе. И этот вопрос у кого-то может касаться буквально
вопросов, связанных, может быть, с юриспруденцией. И вам нужно, как вот король мечей. Тут проходят и высокие чиновники, представители закона, представители законной власти, люди в погонах. Погоны самые разные бывают. У кого-то таможня, может быть, да, а у кого-то, ну вот, представители власти тут тоже это бывает. Или люди в форме, форма врачей. Не случайно нам тут как будто врач, да, в халате изображен. То есть это все вот то, что я перечислила, люди, которые специалисты в какой-то своей узкой области, и они действуют в рамках собственных полномочий. Они не выходят за пределы этих рамок, у кого-то уже, у кого-то шире. Но от и до они вот призваны помогать решать какие-то вопросы или прояснять, как правильно поступить, как делать. И вот ко всем мною перечисленным людям, да, вот как кем может быть вот такой король мечей, вы можете обращаться. Ну, понятно, что не ко всем сразу, хотя, ну, может, у кого-то такая многозадачность и стоит, но как минимум один какой-то специалист вам способен прояснить тот или иной вопрос. Может быть, где-то карта, колесо фортуны. Ты сейчас можешь найти этого специалиста. Он тебе, ты не сиди тут сам где-то, может быть, нам так вот уже, если мы переложим эти две карты на реальную жизнь. Ты здесь не жди чего-то, а для тебя сейчас удачное, может быть, время найти такого специалиста, как будто сам будет идти в руки. Или кому-то вы обратитесь, или сами начнете поиск, смотря с чем это связано. И вы таки найдете такого человека грамотного, который вам и поможет разделить зерна от плевел, куда нужно двигаться или как нужно действовать. И тут самое главное с таким специалистом не спорить. И все то, что он говорит, нужно где-то прислушаться и делать. Ну, есть рационализм, ведь это карта рациональных людей, порядка и какой-то структуры. И, кстати, против власти мы тут не идем. Есть вот, видимо, какая-то система иерархии, но, по крайней мере, не должно быть дисбаланса при контакте с такими людьми. Но это на всякий случай, потому что ситуации бывают разные. Король жезлов. Тут может быть это, знаете, конкретно от банального, да, у вас есть какой-то партнер, пусть может быть бизнес, дела, какие-то просто даже дела, прежние договоренности, какая-то задумка, которая вас, ну, вот так вот захватила, увлекла с головой, и вам это очень хочется продолжать. Может быть, и есть какая-то персона, которая вам говорит, что да получится, или где-то я такое допускаю, вам уже что-то обещали, сказали, вот это будет продвигаться так-то и так-то. Я могу допустить, что и это может даже получиться. А с другой стороны, даже если не получится или начнутся какие-то шероховатости, трения, ну, тут тоже нужно ориентироваться на самого себя. Почему? Потому что король жезлов, я всегда говорю, это харизматичного лидера карта. Да, это может быть человек, который отдает команды, тот, который говорит, он вдохновляет именно, но делать за вас он ничего не будет. Поэтому если вы настраиваетесь, допустим, на какие-то партнерские отношения, к примеру, бизнес или какая-то совместная работа, и вот внимательно изучите этого человека. Вы люди надежные, вы люди настойчивые, и, знаете, вы очень терпеливые, и вы физически выдержанные. Тут люди могут вам обещать многое, а потом, например, человек скажет: а я не могу, а я болен, я плохо себя чувствую, или там, я не знаю, должен принять ванну, выпить чашечку кофе, короче, он долго раскачивается. Но где-то это может быть свойственно, потому что лидерство есть, команда есть, приказ есть. Все. А что вы еще хотели? Как будто так. Это вот вам даже мы можем вот эти все карты пересмотреть с учетом четверки мечей. Мои дорогие козероги, пришло время вам самим подумать о такой роли. Никогда вкалывать до седьмого пота, а так вот немножко красиво руководить. И у вас сейчас, повторюсь, колесо фортуны, а тут на заднем плане Стоунхендж. Значит, какие-то, знаете, как силы небесной канцелярии отправляют некоторые посылы к вам, мои дорогие козероги, чтобы для вас как и решить какой-то вопрос, так и вообще какую-то стратегию, тактику вашу даже поменять. Вот я бы так сказала, будьте внимательны, это вам надо быть лидерами. Но как это сделать, это надо обдумать. С другой стороны, какая-то и пауза должна закончиться четверка мечей. Это всегда пауза. С одной стороны, со знаком плюс мы приводим мысли в порядок.
Видимо, может быть, и мысли-то в порядок нужно привести, потому что нам ведь нужно отойти от какого-то шаблона, да, прежде. Что-то мы тут думали, но не додумали, или не срабатывает какая-то стратегия ваша или план, и тут надо понимать, куда идти дальше, или что с этим делать, или как решить мой вопрос. Значит, с одной стороны, какое-то время может уйти на поиск специалиста, банально. Такое может быть, да, но вы все равно найдете в короткое время. Но и, может быть, и вы на что-то себя должны настроить. А для кого-то банально, мои дорогие, отдохните. Уставшие люди делают ошибки. И важно, зодиак, он отличается тем, что вы можете настойчиво долго работать. И даже когда подсказки организм дает, остановись, дай ты мне передохнуть. Козерог может себя как волю в кулак, и я буду продолжать. Но уставшие люди делают ошибки. Почему? Они многого не замечают, что происходит вокруг них. И в этом они ошибаются. Им кажется, все на мне замыкается. А у нас тут сплошь и рядом какая-то альтернативная ситуация. Какие-то непредсказуемые моменты. Мы с этого с вами начали, да, с самой первой карты. А когда мы отдохнувшие, у нас более работают и лучше критическое мышление. Обратите внимание, 23 числа Солнце входит в знак зодиака Девы. 23 августа – это как включается критическое мышление. И знаки зодиака, стихии Земли, это происходит в знаке Дева, а Дева, она известна своей скрупулезностью, педантичностью. То есть все наши достижения, они могут идти немножко не в правильном направлении. В каком смысле? Мы думаем, к примеру, что вот я сейчас доведу до совершенства какой-то проект, я сейчас с какой-то филигранной точностью отточу словно свое мастерство и умение. А нам говорят, а тебе туда не надо. Твоя задача быстро научиться переключаться с одного на другого, на другое. Вот в этом для вас задача на долгий период. Почему я так говорю? Это не только для вас, мои дорогие козероги. Солнце в Деве, борьба с перфекционизмом для всех знаков зодиака, стихии Земля, но еще одновременно близнецы и рак. Ну, я так говорю, вы, понятно, не близнецы и не рак, но у кого-то там асцендент. Вот это вот все имеет значение. То есть мы где-то понимаем, нам сложно перестроиться. Мы же верим, ну, тому, что мы можем опробовать, или то, что мы уже познали на собственном опыте. А тут альтернативные варианты, и нам об этом, ну, и первая где-то карта, которую до расклада мы достали, ну, и колесо фортуны, вот я об этом вот прям какое-то количество времени и говорила. Будьте внимательны. Вот эта свежая голова и холодный такой где-то разум. Что же происходит? Для вас важно. Для вас какие-то, посмотрите, грядут очень добрые изменения. Карта императрица. Да, карта говорит, надейся сам на себя или сама на себя. Но не тогда, когда там по максимуму мы выжму из самого себя все силы, все соки, а потом рухну и буду отдыхать. Нет, до крайности не надо доводить. Я только об этом говорю. Императрица, она заботится и о внешнем виде, и имидже. И она успевает понимать, что происходит вокруг. Для нее отдых и собственное самочувствие, бодрость – это задача номер один. Она очень хорошо понимает, она просто умеет с этими стихиями правильно распоряжаться. И так, чтобы и волки сыты, и овцы целы, и чтобы, будем говорить, дома был порядок, и дома был уют, и где-то финансовое благополучие. Все-таки это императрица. И не было каких-то ненужных трений, острых углов или какой-то путаницы, ерунды. Она наводит порядок. Вот в неожиданностях у вас возможности идут. Но эти возможности, очень часто они действительно в тени. И у вас сейчас наступает какое-то волшебное время. И, кстати, Солнце в Деве будет по 22 сентября. Мои дорогие, и весь этот период, который будет длиться, у нас сейчас Уран в знаке зодиака Близнецы, это продлится, ну, это как первый заход, потому что в ноябре месяце с 9 Уран выйдет на время в Телец. Это вас тоже касается, потому что вы, как и Телец, опять же, принадлежите к стихии Земли. И Уран вернется в Телец для того, чтобы завершить какую-то перестройку, которую он затеял 7 лет тому назад. Вот что у вас там было 7 лет тому назад? Вы можете более остро прочувствовать, как какие-то ситуации, даже если не возвращаются,
то вы с ними разбираетесь и окончательно, ну вот знаете, как последние аккорды будете проигрывать. Или зачем была нужна вот эта путаница или какие-то непонятности, может быть, у кого-то и мучения какие-то, сложный период жизни, я имею в виду, был предыдущий в 7 лет. И вот этот реверанс Урана в Телец, который продлится буквально до 27 апреля 26 года, это вы как время итогов. Но до 9 ноября, и вот с этого периода, не с этого, даже раньше, пока у нас Уран в Близнецах, мы можем видеть траекторию на последующие 6 лет. Ну, на 7 вообще, но если мы берем отчет от апреля где-то 26 года, то это, ну, так, грубо говоря, еще на 6 лет. Вот будьте прозорливы, будьте магами и волшебниками, мои дорогие. Вам важно контролировать все. Сфера достижений. Паж кубков, тут какие-то радости. Радости есть, предложения, опять же, пажи. Это всегда вестники, какая-то информация. Может быть и вопросы, связанные с детьми. Но в целом, это карта радости. Хотя у кого-то четверка мечей вверху. Вполне вероятно, нам говорят, и это вот так выглядит в этой колоде четверка мечей. А в предыдущей мы с вами перевернутую из 78 дверей, да, вот в этой колоде мы видели, она выглядит по-другому. Но это тоже не есть, что мы куда-то торопимся. И вот вам, по сути дела, две карты четверка мечей выпала. И вам вот именно какой-то змеиный режим перезагрузки нужно включать, анализировать, что к чему, или что следует продолжать, а что, ну, даже если мне очень бы хотелось дорого, любимо, а надо на какую-то новую ноту, на новую стратегию, тактику это все перекладывать. И вы будете тут с чем-то определяться. Я не вижу, что тут если и развиваются какие-то, да, темы, но они касаются именно вас. И если приходят подсказки, как из внешней среды, или средства, я говорила, массовой информации, или случайно кем-то сказанное слово, то это все равно касается ваших каких-то задач, доброй энергии на ваши достижения в целом. Но волшебно, на деньги тут тоже есть какая-то возможность, или как заработать деньги, или новый способ заработка для кого-то из вас. Путешествовать и зарабатывать, работая из любой точки мира. Почему так говорю? С одной стороны, приятные эмоции, поэтому по финансам, вверху еще и карта императрицы, и есть возможность заработать. Но это все так неоднозначно, нам говорит карта и лучезарная дельта, глаз, который изобразил Чиромаркети над кубком, как бы над радостью, напоминает нам, что вот эта радость, она вообще-то должна у тебя продолжена быть. У тебя качество жизни, козерог должно поменяться. И рыбы в данном случае нам будут говорить о двух направлениях. Первое, что соответствует знаку. Вот представьте, знак, ну, как изображается в гороскопах. Это две рыбы, плывущие в разные стороны. И это обозначает путешествие, раз, или перемещение, какие-то поездки, или с этим будет связано, может быть, зарабатывание денег, решение каких-то финансовых вопросов, или ваш переезд, или согласование каких-то документов, или вообще, в принципе, как движение вперед. И это все на финансы. И с другой-то стороны, понимаете, тут на пару шагов видеть совершенно необходимо. Не просто для того, чтобы продолжить радость, будем говорить, поскольку туз кубков, а вот еще и что-то предугадать. Или тут не совсем с позиции гадать, а тут скорее предвидение, опять же, наш опыт, мои дорогие, при любых фазах Луны. Сказку сделать былью. Но не совсем это будет связано с тем, как вы это себе представляли раньше. У вас идут возможности. А у кого-то радость, посмотрите, только хотела сказать, радости в личной жизни. Тут действительно карта силы. Это как карта мага. Но это в первую очередь карта дипломатии. Да, конечно, на вопросы любви, мои дорогие мужчины, здесь может проигрываться страстная любовь. И девушка, женщина, с которой вы очень хотите продолжать союз, сотрудничество, знакомство поближе или какие-то контакты. Она сама по себе как магнит. Мои дорогие девочки, это вы можете быть таким своеобразным магнитом. Ну, а мы говорим, что энергетика как у мага, и в первую очередь лев изображен, который на короткой цепочке. Лев – прообраз вашего эго. Держите эго на коротком поводке. И по-разному изображается карта силы, но всегда нам говорят о дипломатии, потому что будет важно еще и договориться или для самого себя рассмотреть
альтернативные варианты. Но ведь правда, тут для начала нужно увидеть эту возможность. Карта совет. Ну, наверное, семерка мечей как раз и соответствует, чтобы быть и ловчее, и хитрее, и никто не знает, где же там заканчивается мудрость, начинается уже и хитрость. Вы можете столкнуться с разными людьми. Это у нас все-таки карта вора. И поэтому быть внимательным по паролям, аккаунтам, по кошелькам, сумочкам. Что-то не прошляпить, мои дорогие. Будьте аккуратны, когда вы где-то в толпе. Учитесь сохранять себя как-то по-новому совершенно, никому ничего не доказывая, но как будто если нужно, ну вот этот запасной аэродром или шаг назад. Сделали шаг назад и словно так раз и растворились, и вас уже и нет. Это не совсем шапка-невидимка, но тем не менее. Двое расходятся, лиса и молодой человек, и оба оглядываются. В этой карте хоть и есть вот значение вора, воришки, а ведь ни в одной колоде не прописано. Но прописано, к примеру, в нескольких колодах, из тех, по крайней мере, которые я знаю, забрать свое. Но это как-то сделать очень так это ловко, грамотно, чтобы, может быть, и не было в нарушениях закона, каких-то нюансов. И с другой стороны, чтобы и комар носа не подточил, но и самому. Лучезарная дельта в деньгах тоже будь внимателен. Ну, может быть, и не попадись на какие-то чьи-то уговоры, может, вы столкнетесь с такими какими-то левыми персонажами. Будьте внимательны, что вам там предлагают, хоть золотые горы. Нам часто, к сожалению, это присутствует. Ну, пусть не во всех странах, но кое-где такое есть, когда пытаются в какие-то проекты втянуть, а это заведомо дорога в никуда. И мы не должны сплоховать. Кто-то просто может чувствовать, что вы сейчас как вот обладаете этой самой силой. Или кто-то может чувствовать, что у Козерога есть деньги. Ну вот будьте, в общем, одним словом, учитесь сохранять себя. Причем вот в таких, ну, совсем не типичных, может быть, для вас энергиях. Когда потребуется и ловкость, и хитрость, и прозорливость, и внимательность, ну и интуиция тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Спасибо, что вы отвечаете искренними комментариями. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.